Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы. Давайте узнаем подсказки карт и будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не проиграется в вашей личной жизни на 100%, поскольку это невозможно. Но, тем не менее, рассмотреть какой-то альтернативный вариант в нашу эпоху перемен, коль уж нам довелось с вами в ней жить, или рассмотреть какой-то иррациональный вариант, который нам предложат карты, определенно стоит. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Давайте узнаем. У нас сегодня колода Чиромаркетти. Кто, может быть, спешит в вашу жизнь или что спешит в вашу жизнь. И первая карта для того, чтобы вы, с одной стороны, сориентировались, подходит ли вам этот расклад. С другой стороны, чтобы могли оценить, ну, по крайней мере, вот так вот, на чистоту, с самим собой. Действительно ли это соответствует реалиям вашей жизни? Мы достанем первую карту. Кто вы и ваша история? Как видят вас на сегодняшнем этапе жизни, что происходит сейчас, карты. Что вы получите, если будете продолжать в том же ключе? Что вы чувствуете? Или как прелюдия перемен, что спешит в вашу жизнь? С чем вы где-то интуитивно уже готовы, может быть, встретиться? Что вам нужно знать, чтобы быть счастливым? И здесь мы дополнительно достанем 3 карты. Первая – это уровень вашего физического комфорта, уровень вашей безопасности и уровень риска. Обстоятельства, которые влияют на вас, и, может быть, тоже что-то спешит в вашу жизнь или кто-то. Ваше окружение, и тоже, может быть, по части окружения какие-то перемены идут. Знаки судьбы, мои дорогие, и в чем они, или с чем это будет связано. Как же видят карты, кто вы и ваша история на данный момент. История такова: рыцарь мечей. Вы знаете, нет никакой какой-то конкретики или какой-то четкости. Есть эмоции. Эмоции все же по рыцарю мечей не самые приятные эмоции, с чем-то хочется разобраться. А может быть, и вы хотите как раз больше ясности внести в свою жизнь. Очень символично на заднем плане карты нам как раз знак Водолей. Эпоха перемен. Плутон, Водолей на 20 лет. Вот только недавно вошел. Надежно и надолго. Ну, значит, может быть, и вы перед собой как раз ставите такие далекие цели. С одной стороны, есть у нас еще и знак Овна. Вот это огненная марсовская энергия, когда вы точно знаете, чего бы хотели вы. Или какая-то ваша внутренняя правда, которой вы хотите добиться. Может быть, это связано с некоторыми юридическими вопросами, такого я не исключаю. Вопросами документов, может быть, важные отчеты по части налоговой у кого-то так. Или составление финансовых документов, или вы сейчас находитесь, ну, в таком состоянии некоторого раздрая. Как будто от вас, ваше окружение может хотеть чего-то одного, а ваша судьба, ваша душа, она вас зовет в какую-то другую сторону. И объединить первое и второе достаточно сложно. С одной стороны, хочется доказать, отстоять какую-то свою точку зрения, чтобы, может быть правильно понятым. С другой стороны, вы где-то понимаете, что и толку от этого. Обстоятельства будут меняться, и доказать я все равно ничего не смогу. Но с чем-то вы тут явно не согласны. Что это может быть? Давайте проясним. Еще один рыцарь монет, и эта карта нам говорит о том, что вы куда-то не торопитесь. Вы хотите, ну, какое-то дело, чтобы продолжалось в том же ключе. Может быть, от вас кто-то словно давит и требует каких-то важных решений. А вам хочется просто медленно, чтобы как-то размеренно, уверенно все продвигалось также дальше. Скорее всего, это некоторые энергии между Тельцом и Овном. С одной стороны, да, я не исключаю, что какие-то перемены или что-то такое позитивно хорошее, более оптимистичное, пусть войдет в мою жизнь. А с другой стороны, вы где-то это не готовы так вот сразу принять безоговорочно. Энергия Тельца больше действует как раз по этой карте, когда мы ждем чего-то или очень медленно движемся в каком-то направлении. С одной стороны, не хотим себе навредить, с другой стороны, хотим что-то просчитать, чтобы не ошибиться.
и аркан справедливость. Тут, правда, какой-то баланс хочется иметь. С одной стороны, может быть надежности, а с другой стороны, есть составление каких-то документов, может быть, вы их не хотите составлять. Или вы не хотите каких-то обязательств, мои дорогие. А по аркану справедливости у нас идет всегда причина и следствие. Может быть, какая-то ситуация, в которой вы были энное количество времени тому назад. Она вас подвела к какому-то итогу. И вам сейчас нужно делать выбор. С одной стороны, держать баланс, весы, а с другой стороны, есть какая-то данность, которая сложилась, и которая она не вписывается в ваши, опять же, планы. Чего-то хочется сделать по-другому. Конкретики пока нет никакой. Но и что-то тут ломать, переустраивать или как-то начинать по-новому вы не готовы. Первый и главный принцип – себе не навреди. Да, вы как будто себе говорите, ты сделал все, что мог. И где-то карты это подтверждают. Вы не готовы сейчас к каким-то переменам, мои дорогие близнецы. Вам хочется, наоборот, больше покоя. Может быть, у кого-то вопросы, когда усталость. У кого-то вопросы сейчас конкретно в судах. И вам нужно дождаться решения, может быть, важной бумаги, документа, подвести как какой-то итог. Но хотим мы или нет, все же старший аркан справедливости всегда говорит о том, что нужно поступать по справедливости. И, может быть, придется вам, или теперь уже приходится, оценить как раз, может быть, в вопросах ваших отношений, то, что сложилось, или к какому итогу мы пришли, и что мы будем делать дальше. Ну, вы тут не особо что-то готовы развивать. Я сделал все, что мог. Конкретно вот такое значение по этой карте. И все, некоторая пауза. И хоть вроде бы и огонь, и энергии достаточно, но это больше энергия направлена на нас самих, когда мы больше наблюдаем, но и одновременно отдыхаем. Или, если это в вопросах работы, может быть, у кого-то важные документы проходят, то здесь тоже вы уже какую-то работу проделали до этого и многое сделали, уже какой-то итог все же вы получили. И, может быть, как из этого итога сделать преобразование важное, со знаком плюс для самого себя. Вот есть какие-то такие размышления. Но, опять же, нет никаких действий. Ни одна карта нам про действия не говорит. Вроде бы и хочется, но это лишь эмоции. Это нет никакой конкретики. Очень интересно. Неожиданно несколько нам показывают карты. Я могу допустить, не для всех это подойдет, поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. Что же вы получите в итоге, если будете продолжать вот в той же концепции? А все то же самое останется, нам снова говорит карта. Четверка монет. Если ты не решишься, ну да, где-то так, оно уверенно, надежно у вас будет продвигаться. Вот та ваша составляющая сегодняшней жизни, оно где-то и продолжится. Здесь больше на сохранение. Здесь нам не карта перемен. Такая же история, в общем-то, будет и в какое-то ближайшее, по крайней мере, время. Что вы чувствуете, может быть, как ваше интуитивное предчувствие, что или кто спешит на ваш порог? Король жезлов. Для кого-то из вас это харизматичного лидера карта. И, может быть, как встреча с интересным человеком. Вы можете ощущать, может быть, какая-то прежняя история была у вас со знаком минус, не случайно справедливость выпадала у кого-то в личной жизни. Может быть, были вопросы буквально через суд, и вы это где-то в недалеком прошлом пережили. И теперь вы не хотите снова кинуться в какой-то огонь чувств и страсти, потому что, ну, может быть, и готовы, но без обязательств, скорее всего. Вот обязательств никаких не хочется, потому что король жезлов – это не про обязательства, это больше руководство какое-то, или когда мы тоже где-то напитываемся эмоциями добрыми или такими позитивными, оптимистическими. Может быть, это вам, вы ищете такого человека, который вы, если ваша стихия воздух, вы как раз ищете того человека, который вам огонь принесет в вашей жизни, какой-то энергетический заряд. И огонь, как раз его поддерживает воздух. И тогда это какой-то, может быть, очень интересный тандем, вполне вероятно. Или мы, если говорим, что вы чувствуете, что спешит вашу жизнь. Может быть, есть конкретный, правда, человек у кого-то, который рожден под знаком зодиака. Стихия огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, почему нет? Какая-то персона, которая живет как по каким-то своим правилам, мои дорогие.
но в то же время она любит надежность. И знак Стрельца. Кто знает, может быть, у кого-то из близнецов как раз пара ваша, ваш близкий человек или знакомый друг, рожден под знаком зодиака Стрелец. И нам о чем говорят, что, скорее всего, есть какие-то отношения, которые для вас уже известны, какая-то история, если что спешит. Я не могу, что что-то спешит вот очень. Или вы как будто сами спешите навстречу кому-то, или быстрее хотите ускорить какой-то процесс. По двойке монет ничего, собственно говоря, не меняется. Какое-то взаимодействие просто продолжается. И значит, я могу предположить, скорее всего, если конкретный персонаж проигрывается, то значит тот человек, которого вы уже знаете. А может быть, для кого-то из вас кто-то на вас давлеет, как раз точно знаете, потому что вы уже успели устать от каких-то взаимоотношений или, может быть, обязательств, когда вам говорят, что делать, мои дорогие. Вы знаете, я вам скажу, вы на период до конца года можете прочувствовать, что мне надоело где-то жить по чужой указке. Или мне надоело, ну, какое-то командование или какие-то чьи-либо советы. Я хочу построить свою жизнь именно так, как я ее вижу. Вы устали вот буквально от какого-то гнета. И карта нам говорит, тогда нужно освобождаться, без этого ничего не меняется. У кого-то конкретная усталость от каких-то отношений. И это те отношения, которые у кого-то могут проигрываться. Ведь очень добрая карта. С тем человеком, которого действительно знаете долгое время. У кого-то родственники мои дорогие, может быть и далекие. Может быть, не обязательно имеется в виду ваш партнер. Здесь могут быть и по части родственников, к примеру, это ваши родители или ваши взрослые дети, которые влияют на вашу жизнь. И может быть вот просто для кого-то король жезлов это будет вот как тот лидер среди детей даже, да, взрослых, или среди родителей, или каких-то родственников. Может быть у кого-то из вас вопросы наследства, но вам говорят, что делать. И вы тогда можете подумать о том, что я хочу где-то совершить те поступки или развивать свою жизнь именно так, как мне бы этого хотелось и представлялось возможным. Не жить, опять же, по чьей-то указке, потому что есть усталость. Тогда ничего не меняется. Может быть, и хочется перемен, правда. Вот давайте мы тогда с вами узнаем, что же вам нужно знать. А выбор придется делать по части благополучия и быть при этом очень рациональным. Знаете, вам нужно знать, что выбор, ну, как мы уже сказали, делать придется. И знак Скорпиона– это когда мы Венера в Скорпионе. Хочется докопаться до сути. Может быть и правда есть какая-то тема в вашей личной жизни или в вашем благополучии, или в решении финансовых вопросов, которые могут как раз взаимодействовать и с вашей семьей, и с вашими детьми. Но, может быть, по части и работы у кого-то проиграется. Но семерка, точнее, кубков, это всегда состояние, когда кубков много, а выбор, он только один может быть. Мы в 7 сторон сразу не пойдем. Или мы не можем заниматься сразу в 7 направлениях. Вот с чем-то вам определиться придется. Пока не определились, будет вот все то, что вот мы говорили, это будет продолжаться. Давайте раскроем на картах. И первая карта, да, какая-то любовная история. Ваш физический комфорт, как мы уже спросили. Точнее, нет. У нас получается наоборот, верхняя карта, это у нас будет вот так. Ваш физический комфорт. Восьмерка тогда у нас будет кубков. Символично какая-то история должна быть решена однозначно. Либо вы куда-то идете дальше, либо вы в чем-то ставите точку. Вы ищете выход, выбор. И по восьмерке это уже выход будет найден. Выход наверх. И если мы говорим физический комфорт, знаете, мои дорогие, вам как будто не столь важен физический комфорт в период, ну, может быть, ноября или какой-то период даже декабря, потому что есть что-то более важное, как на кону, что вы должны решить. Или я где-то в моей жизни ничего не меняется, а карта нам показывает человека, который идет наверх. Нам просто образ, как какое-то важное решение показывают. Может быть, у кого-то вот именно какой-то уход, у кого-то переезд,
и вы не можете решиться на переезд. Или перед тем, как вы поедете, вам нужно провести какие-то ряд согласований с вашими близкими, может быть, и по части работы, такое тоже. Но физический комфорт здесь он над вами не давлеет. Уровень безопасности. А вы можете где-то тут и так это ляпсус совершить. На вас влияет, посмотрите, знак Урана. И Уран у нас сейчас в Тельце. Телец – это символ благополучия. Но нам ведь сказали, вроде как вам физический комфорт не столько важен. И поэтому где-то притупленное чувство безопасности у вас может присутствовать. Не помешайте себе. Не будьте где-то опрометчивы. Это есть всегда желание, когда мы, страстно желаем что-то получить или сделать как-то по-своему. Но есть еще и какой-то рационализм, и поэтому вот эти мощные энергии, а у нас еще буква иврита алиф означает бык, и вот эта энергия в тельце как раз очень проигрывается. Вроде и хочется этих перемен, вроде бы и хочется вот этой новизны. И вы даже можете чувствовать, что да, в пространстве какие-то перемены, может быть, в обстоятельствах вашей жизни. Но менять вот так вот что-то, я не вижу, что вы готовы. Или вы вот этот выбор, который вам приходится делать или предстоит делать, что вы от него в восторге. А выбор, тем не менее, переходит, как будто ситуация разворачивается дальше. Или какой-то вопрос, сколько вы не оставляете его на паузу, а придется делать выбор. Или этот выбор кто-то сделает за вас. Аркан влюбленный нам как раз всегда и говорит о том, что этот выбор словно какой-то основной концепции жизни. Все же это старший аркан для вас может касаться. Поэтому, хотим мы или нет, делая этот выбор, мы, значит, принимая одну сторону, отказываемся от чего-то другого. И очень символично буква «Зайн» иврита означает меч. Значит, мы от чего-то откажемся, словно отрежем. И это у нас уже карта уровень риска. Будьте внимательны при принятии какого-то важного выбора, решения, потому что эмоции такие, они могут быть очень яркие, как и у вас, так и, может быть, в вашем социуме, в вашем окружении. Или конкретно тот человек, с которым вам придется взаимодействовать, вы хотите решить какой-то вопрос. И не сглупить будет не последней темой, и этот выбор должен быть, даже если вы не хотите, тогда выбор вам или вас вынудит, другой человек делает выбор, может быть и по части работы, пусть это будет по части личной жизни, но все равно не будет эта двойственная ситуация продвигаться или продолжаться до бесконечности. Какой-то уровень комфорта, безопасности и риска вам нужно пересмотреть. Иначе, где-то себе навредить можете. Именно потому, что вот эти, может быть, эмоции рвутся наружу. Или вы видите, как-то обстоятельства вашей жизни по-своему, а люди видят это как-то иначе. Давайте мы с вами узнаем, обстановка как на вас влияет. Быть счастливым есть и основания, мои дорогие близнецы. Праздник после победы я называю четверку жезлов. Это как 4 столпа, уверенность. И как дверь в будущее, словно она уже приоткрыта. Обстоятельства будут складываться именно так, побуждая вас сделать какой-то важный выбор. Что же ваше окружение? И окружение будет тоже меняться. От вашего выбора какие-то, как небесные силы или силы судьбы, пространства, вселенной, они вас действительно подталкивают к тому, чтобы, может быть, выйти из одиночества, у кого-то так проиграется, решиться на что-то, решиться на переезд, мои дорогие, или на какой-то период путешествия, может быть. У кого-то работа будет связана с переездами. Сами по себе по аркану колесницы идут перемены и какие-то новые события, мои дорогие, новое окружение, если это позиция окружения. А обстоятельства таковы, как есть от чего-то оттолкнуться. Но опять же, выбор делаете только вы. Почему повторяю? Потому что, судя по верхним картам, менять ничего не хочется ни разу. Знаки же судьбы какие. А вот есть такая фраза, пусть это фраза из анекдота. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Вот здесь как раз шестерка мечей. Это карта мужества, когда у нас хватает мужества идти вперед. Отплыть, как минимум, придется от прежнего берега.
или что-то прошлое оставить за спиной. И это как знаки судьбы. Не застряйте, близнецы, в каком-то прошлом. Это как перевернуть страницу собственной жизни, собственной реальности. Это, видимо, те очень сильные энергии, которые, может быть, на вас как раз и действуют таким образом, побуждая вас сделать выбор. Что семерка кубков? Выбор мы с вами говорим. Но есть еще иллюзии некоторые, мои дорогие. Почему будет очень важно быть где-то рациональным и... Карта шута – это прекрасно, это перемена, это новые отношения, у кого-то новая любовь. Но, значит, на это тоже ведь надо решиться. Внутренняя какая-то готовность. Здесь ведь может быть даже какое-то знакомство, многообещающее для кого-то из вас. И кто-то сделал шаг вперед и будет делать второй шаг вперед, а кто-то сделает 2 шага назад. И здесь решаете только вы. Но если мы говорим, что спешит или кто на ваш порог, в вашу жизнь пытается войти, здесь может быть как и новая концепция работы, и сам по себе переезд. Новые отношения могут быть. По сути дела, вот она дверь в счастье. Но от вас это требует решимости какой-то или мужества. Давайте мы еще раскроем, что же за знаки судьбы для вас, мои дорогие близнецы. Как это видят карты? Что может быть знаками судьбы? Снова нам переворачивается карта, 10 жезлов, когда вы устали от прошлого. Так отпустите его, пусть оно останется в прошлом. И 10, ты уже действительно сделал все, что мог, и тут как будто уже даже какой-то гнет, он превысил все мыслимые пределы. И вот этот выбор, посмотрите, 10 это словно окончание, а туз жезлов это новое решение. На что-то вам нужно решиться, это точно, мои дорогие. И может быть это как через какую-то информацию. Может быть это ваш внутренний инсайт. Будьте внимательны к подсказкам собственной души. И вот посмотрите, Луна. Вам очень символично, что вы очень хотите как-то быть рациональным или просчитать план минимум и план максимум. И следовать буквально по пункту. А у вас так не получится. Какой-то путь вам придется пройти словно, как в сумерках. И действовать интуитивно. Интуиция будет работать очень хорошо. Да, собой рисковать не нужно, безусловно. Но и как такового риска именно для вас, мои дорогие близнецы, я не вижу по этим картам. Может быть, правильные решения, какие вы должны принять, вот это будет важно. Потому что даже если вы хотите что-то удержать, мы ведь сказали, перемены неизбежны. У вас, посмотрите, сколько карт, которые говорят о переменах. И даже если мы в каком-то стопоре находимся, обстоятельства на нас будут давить. Может быть, у кого-то меня люди смотрят из разных стран. Ваше место теперешнего пребывания и обстановка вокруг вас подталкивают сделать этот выбор и куда-то отправиться. И тогда там придется искусство мелких шагов, куда-то не торопиться, но это не значит, что мы остановились, понимаете, идти. Все же вот этот самый путь, это для вашего счастья. Может быть, вот это продвижение, как вот эта дверь в будущее, в счастливое будущее. На кону ваше счастье. Но, может быть, и какие-то прежние темы, которые вы должны решить только вы сами, не слушая, может быть, никого. Вот у кого-то проигрывается именно давление вот такого короля жезлов, когда, неважно, в каком лице он, в мужском или в женском, да, выражается. Может быть, это ситуация по работе, а вы все время хотели какой-то свой проект осуществить. Тогда нужно начинать, мои дорогие. Может быть, это первый шаг в бизнесе или какие-то последующие. Пока вы не попробуете что-то или не решитесь на что-то, вы никогда не будете знать, чтобы из этого хорошего получилось. Есть иногда те пути, которые нам приходится именно пройти. И сколько ни анализируй, а это познается только через практику. Все же решимость, мои дорогие, как знаки судьбы. Причем аккуратно идете, да, это вы тоже помните, слушая свою интуицию. Что же еще за знаки? Вот посмотрите, у вас на пороге будущее. Прекрасная карта, причем можно сказать так, как дорога к солнцу. Кто знает, а может быть, все же мы все разные. И вот король жезлов олицетворяет ту персону, которая для вас очень интересна. Здесь у нас знак Овен и карта будущего. Может быть, это вот тот человек в таких оптимистично ярких энергиях, с которым вам хочется быть. Или для кого-то из вас именно какое-то новое начинание, которое вы никак не можете решиться начать.
а все время все что-то сравниваете. Или какие-то, может быть, даже на бумаге делаете выкладки. А без этого первого шага никак не обойтись. Из всех карт, мои дорогие, могу сказать, уже больше карт не достаю, потому что энергии, в которых вы находитесь, и не хочется менять, или менять, но в какой-то узкой такой концепции. А карты нам все говорят, а так не получится. Какой-то важный очень выбор вам придется, наверное, делать до конца 2024 года. Но это дорога в будущее, дорога к счастью. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.